Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». В 2017 году я весила 120 килограмм. Ура! Сейчас 2019, я похудела уже на 35, и на данный момент я вешу 85 килограмм. Напоминаю сразу, мой рост 178 сантиметров. В своих видео я делюсь своим личным опытом, рассказываю о том, что так как я в конце поняла, что диеты не работают, мы с мужем создали свой метод, и, конечно, для того, чтобы вести здоровый образ жизни, чувствовать себя полноценным человеком, для того, чтобы не было срывов, нам нужно питаться, а питаться, конечно, нужно вкусно, красиво. И есть народная поговорка, что обещанного ждут 3 года, но от того, что обещала Мария Мироневич, ждут немного меньше, чуть больше месяца. Больше месяца назад я показала к своему стыду в закупке фунчозу. Ну, не показала к стыду, а к стыду показала и не приготовила. Сегодня я исправляюсь. И мы с вами сегодня приготовим фунчозу с огромным количеством овощей. Это будет очень вкусно, очень сочно. И мне кажется, это как вариант и на праздник, и просто для того, чтобы себя порадовать чем-то и не покупать какие-то явства в магазине. Готовить я буду всю упаковку, потому что я люблю фунчозу, муж любит фунчозу, и даже старшая дочь любит фунчозу. Как вы знаете, помалу готовить я не особо умею. Вот она, фунчоза. Фунчоза у меня 200 грамм. Для приготовления нашей фунчозы нам понадобится огромное количество овощей. У меня 2 сладких красных перца, 3 худеньких морковки, 2 замечательных астраханских хрустящих сладких огурчика, и я взяла еще 1 кабачок, потому что мне девушка в одном из комментариев написала, что она кабачок сырой добавляет в окрошку. Я пока решила добавить кабачок в фунчозу, мне кажется, будет отлично. Для того, чтобы сделать овощную заправку, можно так сказать, есть разное количество, огромное количество вариантов. Кто-то обжаривает эти овощи. Мы с вами будем разогревать масло на сковороде вместе с чесноком и со специями. И еще мы будем добавлять к овощам самый обычный яблочный уксус. У меня уксус 6%. Если у вас есть какой-то специально для восточной кухни рисовый уксус, вы можете использовать его, либо можете взять самый обычный уксус и разбавить его до 6% концентрации. Итак, приступаем. Все очень быстро, очень просто. И еще у меня есть вот такая красивая мельничка, хвалюсь, обязательно покажу вам все покупки. Здесь самая обычная смесь перцев, которую я использую теперь вот в такой красивой мельнице. Начинаем с фунчозы. Мы ее сейчас с вами замачиваем на 5-7 минут в горячей воде. Отправляем нашу фунчозу. Чайник я, естественно, заранее вскипятила. Прям кипящей водой. Замачивать, заваривать, можно сказать, не нужно. Просто вот у меня чайник вскипел, буквально минут 5 постоял, вода немного остыла. Теперь, пока у нас есть 7 минут, мы с вами займемся подготовкой овощей. Почему не снимала? Потому что хотела купить терку. Честно говорю, сжала деньги. В конце концов, все-таки настолько мне нравится снимать видео, конечно, понимаю, что приятно и хочется смотреть, когда все красиво, культурно. Я сама так люблю, поэтому я собрала волю в кулак, придавила свою жабу и купила вот такую красивую терку. Вот такая теперь у меня есть терка, потому что я люблю готовить, хочу показывать вам много рецептов. Честно, пользуюсь этой теркой первый раз, надеюсь, что у меня все получится. А результат вы, конечно, увидите. Я начинаю с морковки. Морковка у меня вот такая стройная. Сейчас я ее прижму. Погнали. Вот так супер мелко я нашинковала морковку. Огурец, кабачок и сладкий перец я буду резать на другой насадке, чтобы было крупнее, потому что кабачок, огурец очень сочный. Все превратится тогда в какой-то огуречно-кабачковый компот, а нам нужна фунчоза с овощами. Итак, кабачок. Начинаем его стругать. Теперь в этот же судок, именно так эта чашечка, которая в комплекте называется, я натираю сразу и огурец, и сладкий перец. Начинаем с огурцом. Итак, я уже взяла за перец, насадила его на овощедержатель. Начинаем натирать и перец. Мне кажется, это можно есть уже так, просто немного посолить. Вот такая сочная, супер ароматная овощная заправка у нас уже почти получилась. Теперь я забыла про фунчозу, и она у меня пролежала, наверное, минут 10 в горячей воде. По инструкции ее нужно промыть холодной водой, что я сейчас и сделаю. И мы с вами уже будем на финальном этапе. Я беру фунчозу безопасно.
в огнеупорных варежках, откидываю ее на дуршлаг и прямо из фильтра промою холодной водой. Теперь нам необходимо наши овощи превратить в овощную заправку. Для этого я добавляю 1 столовую ложку уксуса. Сейчас я перемешаю овощи. Конечно, тут, естественно, дело вкуса. Кто-то добавит больше, кто-то добавит меньше. Это кому как нравится. Вот так, чуть-чуть не забыла. Так как я не добавляю какую-то магазинную заправку, заливку для корейской моркови, либо для фунчозы, для того, чтобы наша фунчоза была соленоватая, просто ее досолить, я добавляю еще столовую ложку самого обычного соевого соуса. Добавляю я его тоже к овощам. В обычных условиях я это делаю на глаз, но сейчас мы с вами измерим то количество растительного масла, которое я добавляю. Обратите внимание, что я его наливаю уже на сковороду, которая стоит на огне. Так, это у нас с вами было 3. Наша задача покрыть дно сковороды маслом, чтобы оно равномерно прогрелось. Получается, что 3 столовых ложки растительного масла нам достаточно. Вот видите, теперь я тоже знаю, сколько это в ложках. Масла я добавляю специи. Я использую только куркуму, кориандра немного и чеснок. Еще я буду добавлять самую обычную смесь перцев на мельничке. Это вы сейчас увидите. Конечно, так как я астматик, лично я не могу есть много острой еды, конечно, вы можете добавлять красный перец, в общем, все те специи, приправы, которые вам нравятся и подходят. Я использую вот такой самый минимальный набор. Отправляем наши специи в масло. Отправляем наши специи в масло, чтобы все прогрелось и получилось очень вкусно. Ох, все, чесночок, запах пошел, аромат по всей кухне. Теперь стараемся это разровнять. На данном этапе я газ сейчас убавлю. И еще поперчу просто из мельнички. Ах, жареный чесночок, это просто супер. Я уже надела варежку, это значит, что наш чеснок подрумянился, смешался с куркумой. Нереальный аромат на моей кухне, слюнки уже текут, а значит, нужно скорее снимать видео. Теперь вот такое горячее масло я с чесноком выливаю прямо к нашим овощам. Поэтому, собственно говоря, я их и положила в стеклянную миску, а не в пластиковую. Естественно, вы можете уменьшать, увеличивать количество чеснока, потому что я очень не могу есть много перца, а чеснок с удовольствием. Вот как-то так у меня это происходит. Сейчас мы с вами все это интенсивно перемешаем. Все, мы на заключительном этапе. Я отправляю в свою большую рабочую миску фунчозу. Следующим этапом отправляю огромное количество нашей мега ароматной супер овощной заправки. Вы видите, овощи уже дали сок. Это значит, будет просто супер. Конечно, в магазине вы такого не купите. Вот они и встретились, фунчоза и наша классная овощная заправка. Как всегда, я не обошлась без нее. В общем, мне на выручку пришла моя боевая подруга, 5-литровая кастрюля. Я сейчас попробовала. На мой вкус не хватает соли, поэтому я добавлю сейчас еще пару ложечек соевого соуса. Так, щедро поливаем, потому что фунчоза у нас получилась по-взрослому. Достаточно много, наверное, на такое количество даже 3 ложки добавлю. Вот она, красавица фунчоза. Как и в случае с супом турецкой невесты, фунчоза блюдо стало уже интернациональным. И, наверное, это русско-корейский рецепт в моем исполнении. Восхитительный аромат наполняет мою кухню. Овощи, чеснок, сладкий перец, соевый соус, уксус. Это очень-очень вкусно, очень сочно. Очень рада, что поделилась наконец-то с вами этим рецептом. Надеюсь, что он вам понравится. И, как всегда, жду ваше мнение в комментариях. То, что я ем фунчозу, вы обязательно увидите в моем дневнике питания. Для того, чтобы оценить нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Нам будет очень приятно. Кто не подписался, скорее подписывайтесь на канал. Нас уже 57 тысяч. Я вас приглашаю в наше классное и позитивное сообщество. И обязательно не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы знать, что новое видео уже на канале. Мы их для вас снимаем каждый день. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, русско-корейской фунчозы. Постскриптум. Я добавила еще туда самый обычный просто поваренной соли, потому что соевого, на мой вкус, и вкус мужа было недостаточно. Естественно, вы делаете так, как нравится вам. Просто я хочу, чтобы у вас была полная картина. Нам соли оказалось маловато, мы добавили. Как делать вам, естественно, вы решите по своему вкусу. Конец постскриптума.